Всем привет. Сегодня у нас расклад, что ты срочно узнать должна. И давай, я думаю, в долгий ящик откладывать не будем, сразу начнем наш расклад. Единички. Первые две карты — это сигнификация, что сейчас в твоей жизни творится. А у тебя сейчас мясорубка из мыслей. Ты как радио на полной громкости, то есть все частоты, они сразу орут. И про работу у тебя тревоги, и про отношения у тебя муторно все. Еще какая-то хрень, вот это «а что, если бы я...» Но вся фишка в том, что ты на самом деле уже знаешь ответ. Просто ты его боишься признать. Вот эта твоя интуиция, она тебе прям под хвост орет. Но ты вид сделала, что ты оглохла. Потому что правда, она больно бьет, да? И вот ловишь ты себя на том сейчас, что ты уже 10-й раз перевариваешь одну и ту же ситуацию, но вместо реальных действий сидишь и замки строишь вот эти эфемерные из кирпичиков, а вдруг само рассосется. Не рассосется. Короче, у тебя момент сейчас, когда надо либо вырубить этот мысленный шум и послушать свою тихую внутреннюю, как сказать, пилу. Она же не зря у тебя в голове скребется, так ведь? Либо так и остаться в этом какашечном самокопании. Ты сейчас застряла между вот этим «надо разобраться» и вот этим «а, пофигу». И тут не просто вот какая-то мелочь, нет. У тебя конкретный тупик, который тебе жизнь заморозил, ты вся в паузе. Что ты срочно должна узнать? Ну, знаешь, то узнать должна, что вот хватит быть жилеткой для чужих соплей. Ты же вот, как вот тетка в метро. Всем место уступаешь, всем подряд, даже мужикам, а сама едешь стоя. Вот эти все твои подруги, которые только и делают, что ноют про своих мудаков, про то, что на работе все козлы и прочую фигню, они тебя просто сосут, как энергетический вампир. Ты думаешь, что там быть хороший, понимающий, это круто? Нет, это пипец. Твоя правда срочная — это то, что ты должна наконец-то отползти в свою берлогу и разобраться, чего хочешь именно ты. Не они, не он, не мамка, а ты. Потому что ты сейчас как собачка Павлова. Только телефон позвонил, ты уже мчишься спасать мир с соплями и с чаем. А потом ты удивляешься, почему у тебя сил нет, желаний нет, ничего нет. Запомни, твои эмоции — это вот не общественная столовая, чтобы все приходили, кушали, когда захотят, и уходили. Понимаешь? Твои эмоции — это храм. Совет какой? Хватит ныть. Хватит ныть. Знаешь, тебе нужно выплеснуть из головы всю токсичную хрень. Но это не про то, чтобы там уйти в запой на неделю, да, ты же не алкашка у меня. Это тебе нужен жесткий перезагруз. Выговорись, посмейся, может, даже порыдай в 3 ручья. Но тебе нужно выпустить пар. А потом, когда будешь вот
как говорится, с похмелья в прямом или переносном смысле, то берешь свою жизнь как мешок с какашками, который надо тащить в гору, да, и начинаешь раскидывать все по полочкам. Никто не придет и все за тебя не сделает. Никто. Ты же не тряпка, чтоб тебя выжимали, правда? Вот вставай, делай первый шаг, даже если он там кривой, в санных тапках, неважно. Запомни одну вещь. Никто тебе пинка под жопу не даст, кроме тебя самой. И перестань бояться выглядеть стервой. Иногда надо просто мазать по ситуации, чтобы все на свои места встало. Подруги потом спасибо скажут. Давайте перейдем к второму варианту. Двоечки. Что сейчас в жизни твоей творится? Ну, ты сейчас в полной попе. Но ты сама пока еще этого не поняла, насколько глубоко. Рядом с тобой один мужик. Он, видишь ли, такой вот себе добрый дядя с кучей сладких слов, с якобы заботой, а на деле это манипулятор уровня бог. Он тебя сейчас водит за нос под видом поддержки, а сам выжимает из тебя все соки, как вот лимон выжимает. И одновременно на горизонте другой маячит. Резкий, без башки, который вот несется на всех парах и готов порвать все, что мешает. Прямо вот сейчас эти двое, они устроили балаган. Один тебя душит вот этим эмоциональным шантажом, а другой создает хаос в твоей жизни своими действиями. И ты вот между ними, как между молотом и наковальней. Не вздохнуть, не пернуть, не понять, куда бежать, что делать. И самое поганое, что ты сама в это влипла. Потому что поверила в красивые сказки про вот это «я тебя спасу», «давай решим все вместе». В итоге тебя в разные стороны тащит. То в слезы от беспомощности, да, то в истерику от вот этого, от бессилия. И тут не просто у тебя трудный период, нет, ты реально на краю, где вот следующий шаг может быть или прорывом, или полным пипецом. Знаешь, твоя ошибка в том, что ты до сих пор не видишь, как тебя используют вот эти два персонажа. Один вот, чтобы ты была его жилеткой, а второй, чтобы ты расчищала ему дорогу. И пока ты не признаешь вот этот цирк, будешь крутиться, как белка в колесе, без шансов на выход. А колесо из какашек. Что ты срочно должна узнать? Розовую сопливость свою выключаешь и слушай. Понять тебе нужно, что вот все твои сейчасшние, есть такое слово в кураптоновском языке, поправлять меня не надо. А вот сейчасшние косяки в отношениях – это отголоски твоих детских драм. Вот именно вот эта хрень, когда вот тебе в 5 лет мама не купила куклу, а теперь ты любыми способами пытаешься доказать, что достойна любви. И папа игнорировал тебя. А теперь ты цепляешься за любого мудака, который тебе внимание уделяет. И вся вот эта ностальгия по вот этому «как было раньше», она тебе не дает увидеть, как ты сейчас повторяешь одни и те же грабли. В глаза посмотри правде. Твоя нынешняя связь, хоть с этим манипулятором, хоть с тем, кто вечно скандалит, это же не про любовь. Это про попытку залатать дыры из твоего прошлого. Ты ищешь в них то, чего ты в детстве не получила, а это безопасности, принятия и важности. Но они тебе этого не дадут, потому что они сами эти долбанутые. И они не готовы никого любить по-нормальному.
Выковыривай из себя вот эту установку, что ты должна заслужить хорошие отношения. Хватит уже видеть в каждом встречном спасителя или исправителя твоей жизни. Пока с этим всем веществом плохим не разберешься, то ты по кругу будешь одних и тех же ошибок ходить. А как ты хотела? Что ты думала, я тебя тут по головке поглажу? Нет. Этот канал тебя по головке не погладит. За лапшой тебе на другие. Какой совет? Давай на чистоту. Ныть хватит и ждать чуда хватит. Вот и весь совет. Ты сейчас в том состоянии, когда готова схватиться за первую же соломинку. Там новый проект, переезд к мужикам или еще какая-то авантюра. У тебя уже жопа чешется что-то начать. Вот я брошу все, уеду, как его называется там? Не Таиланд, а где-то еще такой островок, где шизанутые люди-то. Бали? Вроде Бали. Уеду в Бали или на Бали, не знаю, как правильно. Открою свою пекарню, буду пирожки печь. Ну, слушай, это не прорыв будет, это будет бегство. И за вот этим энтузиазмом прячется чистой воды самообман. Чуть не это не сказал. Знаешь, не вздумай бросаться в новое, не разобравшись со старым. Если бросишься, получишь только вот этот новый виток проблем, понимаешь? Больше ничего. Сначала занозу вытащи. То есть разберись с теми, кто тебя использует. Поставь жирные такие границы. А потом уже о подвигах думай. И знаешь, главное, не верь тем, кто сует тебе вот эти выгодные предложения или там обещает горы золотые. Сейчас вокруг тебя как раз такие шакалы крутятся и видят, что ты уязвима и готова нажиться на этом. Поэтому проверяй все 100 500 раз. И не подписывай никакие бумаги сгоряча. Не давай денег в долг там под красивые сказки. Также смс-ки свои никому не говори. Все смс-ки только в твоем телефоне. Никому их озвучивать нельзя, как бы тебя ни просили и кто бы это ни был. Сейчас единственное, что тебе реально нужно, это трезвость. Не эмоции, не порывы, а вот голова холодная. Сядь, выдохни и решай проблемы по одному. И не беги от них в новую аферу на Бали, в Таиланд и прочую ерунду. Сначала разберись со всем, а мы пойдем третий вариант смотреть. Троечки. Что сейчас в твоей жизни творится, это сигнификация, первые две карты. Ну, у тебя сейчас паровоз под откос несется. И ты даже не успеваешь понять, что к чему. Вот эти вот дела, встречи, звонки, вот этот бешеный ритм, когда ты постоянно в движении, как белка в колесе из какашек. И без орехов. И главное, ты прям вот звезда. Вокруг тебя до хрена внимания. Все глазками хлопают, хвалят. Признание сыпется на тебя. Типа, как ты круто все делаешь, такая умничка. Но знаешь, вся фишка в том, что ты сама не веришь в эту свою победу. Внутри ты себя пустой чувствуешь. Как будто тебя наградили за спектакль. А ты даже не помнишь, чего ты на спектакле говорил, да? Чем ты выступала. Это не про успех. Это про то, что ты бежишь за одобрением, а не за тем, что тебе реально нужно. И если сейчас не остановиться и не спросить себя, чего я, на самом деле хочу-то, то скоро твоя вот эта картонная коробка, она размокнет.
под вот этим дождем из бессмысленных дел. Ты ж не дурочка. Хватит играть роль успешной, когда внутри у тебя трещина по швам пошла. Что ты срочно должна узнать? А узнать ты должна, что тройка мечей — это твоя девятка мечей. А все. То есть тройка мечей — измена. И ты высасываешь из пальца эту уже хрень про измену. Ты сама себя загнала в ловушку. Сидишь, в потолок смотришь, жуешь эти мысли, как жвачку, а вдруг он с ней там компоты пьет, а вдруг они, а может он. Остановись. Это не он тебе мозги пудрит. Это ты свою башку забила паранойей. Нет никаких доказательств, нет никаких улик, никаких «ну я же чувствую». Это твои страхи по девятке мечей. Это только мусор из твоей головы и из прошлого. Они тебя разъедают изнутри. Ты своими сама руками строишь кошмар, а потом ты удивляешься, почему отношения трещат, и мужик очередной уйдет. Да он просто не к другой, он от тебя. Что ты должна узнать прямо сейчас? Твой мужик ни с кем в постели не кувыркается. Это твоя фантазия, это твой личный ад, который ты раздула до размеров вселенной. Прекрати подвох там искать, где его нет, иначе ты сама все угробишь. А потом будет как в прошлый раз. Твой мужик уйдет к другой. Реально он найдет, потому что нужно доказать тебе твою правоту, чтобы ты, как говорится, убедилась в своих мыслях. Какой совет? Хватит ныть и ждать, что рассосется все. Выключай вот эту эмоцию свою, паранойю, и действуй как танк. Вот просто завязывай ты с этой паранойей. Если мужику своему не веришь, вот в лоб спроси. Телефон проверь, если уж так припекло. Но потом либо доверяй, либо рви. Иначе с ума сойдешь. И займись своим, как сказать, плохим веществом в голове, которое у тебя копилось годами. А это старые обиды, это невысказанные претензии, это страхи твои. Вытащи их на свет, разбери по полочкам и выкинь нахер. Это не он тебя душит. Это ты сама себе не даешь жить. И назад не оглядывайся. Что было, то было, что было, то прошло. Сейчас твоя задача — это вот взять руль своей жизни, нажать на газ и с пути не сбиться. И проехаться на этой машине по собственным тараканам. Но сделать это нужно жестко и без вот этих соплей, потому что пока ты ревешь над выдуманными вот этими проблемами, реальные возможности, они мимо проходят, а ты просто тонешь и тонешь в болоте из какашек. И помни, в болоте из какашек дед с тобой не рядом, а вот вылезешь, я подам тебе руку.